Привет! Сегодня мы подробнее рассмотрим приложение от Garmin Active Капитан. Но прежде хочу немножко извиниться. Дело в том, что недавно я перенес инфаркт миокарда, операции и все такое. Мне до сих пор немного тяжело говорить и дышать, поэтому прошу немножко потерпеть мою отдышку. Начнем с установки приложения на смартфон. В настоящий момент как Google, так и Apple ввели кучу ограничений для пользователей из России и Белоруссии. И в список запрещенки попало и приложение Active Капитан. Сейчас будем обходить санкции. Начнем с Android. В нашей телеграм-группе сообщества рыболовов я разместил ссылку для скачивания APK-файла установки приложения. Стараюсь там выкладывать самую актуальную версию. Ссылку для вас оставлю в описании. Кстати говоря, для установки приложения необходим Widroid не ниже 10 версии. Если версия операционки ниже, по ссылке найдете также и старую версию приложения, но оно уже устарело и не со всеми эхолотами корректно работает. Скачиваем на мобильное устройство установочный файл, запускаем установку. Если у вас уже имеется аккаунт у Garmin, вводим свои данные. Если нет, регистрируемся. Теперь попробуем установить приложение на iPhone. Вообще я не использую гейфон, предпочитаю Widroid. Но выручили сотрудники магазина Александр Ховрина, прислали мне 11-й iPhone с установленной версией программного обеспечения 18.0. На момент съемки этого видео самая новая операционная система. Итак, заходим в App Store, в поиске вводим Active Капитан и приложение отсутствует. Кстати, обратите внимание, имеется приложение G-Life, нашего российского производителя рыболовных карт глубин. В общем, понятно, приложение Active Капитан недоступно для России. Чтобы приложение стало доступным, необходимо изменить регион. Идем в настройки учетной записи, жмем надпись «Страна-регион», выбираем из списка «Казахстан». И вот тут особо обратите внимание на то, что в списке оплаты необходимо выбрать пункт «Ноны». Но вот у моего соседа Дениса на его 15-м айфоне с той же версией ПО такого пункта нету. Поэтому нет стопроцентной гарантии, что у вас все получится. Если что, проклинайте не меня, а Стива Джобса, гореть ему в аду. Но вот у меня этот пункт имеется, продолжаем. Теперь нам понадобится близкий к реальному адрес, индекс и телефон. Заходим в Яндекс, ищем какое-нибудь кафе в Астане. Открываем карты. Например, вот этот. Улица Достык, дом 4. Тут и телефон имеется. И аналогичным образом находим почтовый индекс по адресу. Вводим добытые данные. Система попросит указать еще какой-то регион. Фиг знает, что это означает. Выбираю из списка Алмату. Жмем далее. Проверяем. Поиск. Ищем Active Капитан. Ну и нормас. Появился. Устанавливаем. Принимаем условия. Заходим в свой аккаунт, если он имеется. Если нет, регистрируемся. Итак, давайте теперь познакомимся с приложением Active Капитан поближе. Первая задача — привязать эхолот к приложению. На эхолотах с интерфейсом первого поколения идем на главную страницу, закладка Active Капитан, включаем на эхолоте сеть Wi-Fi, назначаем имя беспроводной точки доступа, придумываем пароль, и устройство готово к работе с приложением Active Капитан. Теперь проделаем то же самое на эхолоте с интерфейсом второго поколения. Нажимаем экранную кнопку «Домой», «Настройка», «Связь», «Сеть Wi-Fi», включаем, задаем имя точки доступа, придумываем пароль. Готово. Теперь с мобильного устройства, на котором установлено приложение Active Капитан, подключаемся к сети Wi-Fi эхолота. И видим на экране эхолота запрос о том, является ли этот пользователь владельцем судна. Да, является. Ну, собственно, готово. Приложение у нас подключено. Смотрим мои устройства, видим, появилась вторая ультра и доступное новое обновление программного обеспечения. Эхолоты Garmin можно обновлять по беспроводной связи. Но это необходимо делать правильно. Дело в том, что бывали случаи,
выхода приборов из строя, и причина тут банальная – флешка. Оказалось, что у нас люди со специфическим менталитетом покупают дорогостоящий прибор, но при этом не только не читает мануал, но и приобретает к эхолоту флешки подешевле. И, как приговаривал балда с сукаризной, не гонялся бы ты, поп, за дешевизной. Ну, это вообще как? Купить эхолот за 300 тысяч рублей, но выкруживать копейки и покупать флешку за какие-нибудь там 100 рублей. Дешевые китайские поддельные флешки низкого качества имеют тенденцию сбоить и выходить из строя в самый неподходящий момент, унося за собой и эхолот. Согласно рекомендациям Гармина, для замены прошивки необходимо завести отдельную флешку высокого качества microSD объемом от 8 до 32 гигабайт. А у нас, как всегда, мало того, что купит карты BlueChart у левого продавца, записанные на самую дешевую флешку, так еще и на этой дешевке устанавливают обновление. И в результате убивают прибор. Поэтому карты BlueChart приобретайте только у надежных, проверенных продавцов, например, в магазине Александр Ховрина, где в продаже имеются вот такие замечательные карточки BlueChart третьего поколения на флешках высокого качества. Производитель SanDisk U3 10 класса, обеспечивающих высокую скорость и надежность работы. Итак, из эхолота необходимо извлечь флешку с вашими картами. Берем чистую флешку памяти. Еще раз повторю, не экономьте на карточках памяти. Это может выйти боком с последствиями. В случае сбоя эхолот может окирпичиться, и вы пролетите сезон, изрядно потратившись на ремонте. Ни в коем случае не экономим на флешках. Покупка флешки на Валбере, Озоне или Алиэкспресс противопоказана. Там сплошные подделки. Проходили печальные последствия. Ладно, берем чистую флешку, форматируем ее на персональном компьютере FAT32, вставляем в эхолот чистую отформатированную флешку, соглашаемся с тем, что этот накопитель станет флешкой Active Capitan, и в приложении Active Capitan скачиваем обновление. Для этого необходимо отключить Wi-Fi смартфона от сети эхолота и подключиться к домашнему роутеру или скачать через мобильный интернет. Дело в том, что в большинстве случаев у смартфонов не работает одновременный доступ к интернету через Wi-Fi и мобильную сеть, поэтому придется поочередно переключаться то к интернету, то к эхолоту. Нужно понимать, что обновление сначала скачивается на смартфон, а по завершению скачивания обновления снова подключаемся к эхолоту и включаем синхронизацию. По завершению эхолот предложит установить обновление прошивки. Соглашаемся. Пошел процесс обновления. Перезагружаем прибор. Все, обновление установлено. Теперь вынимаем карточку с обновлением, вставляем флешку с нашими картами. Так, принимаем. Окей. Домой. Карты. Вот так. Итак, с обновлением через приложение Active Capitan разобрались. Это не единственный способ обновления программного обеспечения на эхолотах Garmin. И, кстати, кроме обновлений, Garmin также предусматривает и откат к предыдущим версиям прошивки. Но об этом мы подробнее расскажем в следующем выпуске. Поэтому сейчас подписываемся, жмем колокольчик, и чтобы ничего не пропустить, обязательно просматриваем следующий выпуск. А сейчас давайте изучим приложение Active Capitan подробнее. Внизу мы наблюдаем три кнопки разделов: приложение для судов, карта и настройки. И начнем с настроек. Настройка судна. Здесь можно указать размер вашей лодки, фотографию, название и другие характеристики вашего судна. Единицы измерения. Тут можно выбрать как имперские, так и метрические. Я предпочитаю метрические. Передача данных. Устанавливаем доступ к серверу Garmin по мобильной связи, через Wi-Fi или и то, и другое.
Но многое зависит от смартфона и оператора мобильной связи. Активный трек. Тут можно включить запись трека на сервер Garmin. Лично я этим не пользуюсь. Настройка автогида. Дополнительные параметры настройки маршрута. Можно указать предпочитаемую глубину, особенно это интересно при троллинге на автопилоте, вертикальные габариты для прохождения мостов и расстояние до береговой линии. Настройка загрузки карт. Тут можно выбрать параметры, доступные для платных карт. Россиянам и белорусам тут не так, чтобы и интересно. Настройка уведомлений. Выбираем, какие уведомления включить. Думаю, раз у вас имеется смартфон, то и пояснять, что такое уведомление, не нужно. Оставить экран включенным. Означает, что экран смартфона не перейдет в режим блокировки, пока включено приложение «Актив Капитан». Повторное подключение при запуске приложения. Если включить, то при запуске приложения «Актив Капитан» смартфон будет пытаться найти сеть эхолота и подключиться к ней. О программе. Тут можно посмотреть версию приложения и с какого аккаунта выполнен вход в систему. Параметры электронной почты. По сути, это настройка почтовых уведомлений и сообщений. Я не использую. Справка. Тут можно почитать на сайте Garmin статьи по настройкам. Видео с инструкциями по настройке. Переводит нас на YouTube-канал Гармина, но, как видите, сейчас с этим сложности. Запись в журнал. Тут большой брат очень настойчиво просит сотрудничать с ним и направлять ему свои данные. Сброс настроек приложения. Ну, собственно, понятно. Тут можно скинуть настройки и войти под другой учетной записью. Место хранения данных. Можно выбрать флешку мобильного устройства, если она имеется, или внутреннюю память телефона. Я предпочитаю флешку. Управление учетной записью. На сервере Garmin можно поменять пароль и прочие личные данные своего аккаунта. Ну и также можно удалить свою учетку. Осуждаю. В общем, с настройками разобрались. Собственно, ничего страшного тут нет. Переходим в закладку «Карты». Выскакивает предупреждение, что активна подписка на карту Канады от Navionics. Не пугайтесь, я не агент разведки Канады, просто вот этот аппарат имеет предустановленные карты Канады. Ну и как минимум в силу политической хрени карты России и Белоруссии заблокированы, поэтому кладем на это болт. И перед нами схематичная карта, на которой видны мои точки. После синхронизации все точки отрисовки маршрута и прочее из эхолота копируются в приложение «Актив Капитан». И наоборот. Кстати, если вам необходимо перенести свои данные, точки или отрисовки на другой аппарат Garmin, например, на эхолот друга, то достаточно подключиться к его эхолоту с помощью приложения «Актив Капитан» под своей учетной записью и синхронизировать данные. Так, идем в верхнюю правую кнопку. Поиск. Видим свои точки. Можем их посмотреть, проложить маршруты, отредактировать, ну и вообще, пользовательские данные. Те же Fabergé, вид сбоку. Параметры карты. Настраиваем отображение карты, например, включаем затенение диапазона глубин и настраиваем его так же, как на эхолоте. Мои карты. Видим список карт, на которые могут оформить подписку забугорные коллеги. Но так как России тут нет и оплатить та еще морока неинтересно. Загрузить карты. Собственно, тут забугорные коллеги скачивают свои карты, купленные в предыдущем меню. Неинтересно. Загрузить данные сообщества QGDRAF. Вот это уже вещь! Дело в том, что владельцы эхолотов Garmin состоят в неком открытом сообществе QGDRAF и обмениваются между собой картами глубин. Правда, подписчики мне сообщили, что у нас все же есть регионы, где владельцы эхолотов Garmin не проявляют сознательность и не делятся своими отрисовками. Вот такие у нас местами жадные, недобросовестные люди. Осуждаю. К счастью, это редкое явление. В основном люди у нас все-таки порядочные. Ладно, предположим, нам предстоит поездка на незнакомый водоем, ну, например, во Владивосток порыбачить в Японском море. Находим необходимую акваторию и видим, что на карте имеются зоны красного цвета. Это сектора с картами глубин пользователей,
которыми они любезно поделились с вами. Давайте скажем им большое спасибо. Выбираем нужную нам акваторию, выбрать область для загрузки, обводим рамкой интересующий нас сектор, нажимаем область загрузки и начинается скачивание карт глубин выбранного сегмента. Важно понимать, что в данный момент карты скачиваются на смартфон. И для того, чтобы карты попали непосредственно в эхолот, необходимо подключиться к Wi-Fi точке доступа эхолота и провести синхронизацию, после чего скачанные карты QGraph появятся на эхолоте. Ну и еще один пункт, в котором можно удалить карты, потерявшие для вас актуальность. Также имеется переключение между навигационными и рыболовными картами в точности так же, как на самом эхолоте. На экране карты можно установить свои точки и построить маршруты заранее, что называется, на берегу или непосредственно на судне. И после синхронизации с эхолотом точки и маршруты появятся и в эхолоте. И наоборот, из эхолота появятся в приложении. Переходим в закладку «Приложения для судов». Вот такой странный перевод. «Мои морские устройства». В нем видим список зарегистрированных на этом аккаунте устройств. В данный момент к моему аккаунту привязаны два головных устройства UHD-2 и вторая Ultra. И также блок Panoptix LiveScope, предоставленный для тестов и обзоров магазином Александр Ховрина, в котором для подписчиков нашего канала имеются скидки, поэтому обязательно прямо сейчас подписываемся. Ссылку на магазин оставлю в описании. Да, если в будущем собираетесь продавать свой эхолот, не забудьте отвязать устройство от своего аккаунта, а то у нового владельца возникнут трудности с привязкой к приложению. Бывали случаи. Для отвязки заходим непосредственно в устройство, нажимаем «Отменить привязку от учетной записи», и аппарат удаляется из вашего аккаунта. Переходим в функцию Helm. Если ваше устройство имеет функцию Helm, например, как на второй Ультре, то убедитесь, что на эхолоте она активирована. Теперь вы всегда сможете дистанционно управлять своим эхолотом по беспроводной связи. И главное, записывать видео во время работы с эхолотом. В последнее время часто встречаю людей, утверждающих, что эта функция им не только не интересна, но и бесполезна. Скажу так, я помню в точности такие же жаркие споры о необходимости камер в смартфонах. Часть моих друзей и знакомых с пеной у рта доказывала им, что это абсолютно никому не нужная фигня. А телефон нужен лишь только для того, чтобы позвонить. Ну и где они сейчас? А я вам скажу. Некоторые из них стали заядлыми инстаграмщиками. И вот наступил новый эволюционный скачок, теперь доступный на эхолотах Garmin и Lowrance. Фотки и видосики в стиле «Ой, смотрите, что я поймал!» откровенно всех достали. Ты лучше покажи, как и где ты это сделал. И вот тут ниша еще не занята, и у вас есть шансы занять ее. Рекомендую. Итак, с приложением Актив Капитан вроде разобрались. Напомню, в следующем выпуске мы подробнее поговорим о прошивках и нюансах, связанных с обновлением программного обеспечения эхолотов Garmin. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, обязательно подписываемся, ставим лайк, жмакаем колокольчик и помните, дядя Вова плохому не научит. Пока! Ну вот сейчас уже нормально? Хорошо. Блин.